Граждан, которые ни в чем не участвовали и никуда не лезли, в Древней Греции называли идиотами. Сегодня все больше людей говорят: я вне политики, политика меня не интересует. Что это, защитная психологическая реакция? Меньше знаешь, крепче спишь, или просто безразличное отношение ко всему вокруг? А может быть, это политическая апатия, в которой граждане перестают воспринимать власть как защитницу своих интересов? Куда идет человек? Человек уходит в себя. Ну зачем ходить на выборы, если все партии занимаются имитацией политической деятельности, а результат выборов сможет угадать даже ребенок? И вообще, какая политика, когда у тебя кредит, ипотека, проблемы на работе, маленькие дети и прочие моменты, требующие полного твоего внимания? Очевидно, что отсутствие желания участвовать в делах страны и строить свое будущее было полностью вытоптано средой, которую создали Ленин и Сталин, а продолжили и продолжают их ярые последователи до сегодняшнего дня. Показатели успешности внешней политики в сознании россиян благодаря телевизору отождествляются с ростом количества врагов и нарастанием градуса противостояния. Ничего не напоминает? Угадали. Это из совсем близкого недавнего прошлого, ставшего, к сожалению, нашим настоящим, но, надеюсь, не будущим. Люди дистанцируются от занятий политикой. Кто-то считает, что политикой занимается власть. Кто-то признается, что ничего в ней вообще не понимает. Ну, кстати, это неплохо. Кому-то вообще наплевать, а кто-то уверен, что все равно ничего изменить нельзя. И еще коронная вот эта фраза про «грязное это дело». Благодаря светскому прошлому у людей осталась привычка не выделяться. Плюс, конечно, опасения преследования со стороны власти, и в этом нет ничего удивительного. Как это было и в Советском Союзе, народ подсознательно переключается на внешнюю политику, когда власти не занимаются политикой внутренней. Есть некий интерес, там вот, например, есть образ врага, и есть простые понятия вроде «наши» и «не наши». Да и критиковать, скажем, Байдена или английскую королеву проще и безопаснее, чем своего президента или какого-нибудь депутата. Поэтому большинство привычно усаживаются перед телевизором и занимаются критиканством и еще бесконечной раздачей советов, как все должны жить, потихоньку при этом деградируя. Путину как никому выгодна политичность, потому что политизация общества может привести к умению выбирать, развитию критического мышления. То есть, чем меньше люди интересуются, тем лучше для власти. Ведь гораздо проще управлять ничем не знающим и ничем не интересующимся стадом, простите, конечно, за выражение, которое не подозревает, что они-то и есть соль земли. Растет взаимное отчуждение народа и власти, или власти от народа. В России уже не раз так было. Народ сам по себе, а власть сама по себе. Чем это кончилось в 17 году прошлого века, все знают. Чем закончилась история Советского Союза, где народ и партия, несмотря на разные там плакатики, развешанные на каждом углу, и бесконечные демонстрации с криками «Ура!», тоже. Каждый рожденный в Советском Союзе с молоком матери всасывал простую истину: занимающийся политикой выделяется из толпы. А за это могут и в лагеря отправить, или как в 1937 году расстрелять. Сейчас, в принципе, происходит все то же самое. Мне начинает казаться, что интуитивно люди начинают чувствовать, что в стране что-то пошло не так. Ну что именно не так, людям пока непонятно. Что-то вроде санкции вообще никак не повлияли на их жизнь, но цены действительно растут. Можно, конечно, валить все на Сороса, американцев и проклятый Запад, но там, где граждане уже не воспринимают себя частью государства и более того, этого государства боятся, может случиться всякое и без всякого Запада. Некоторые мои знакомые в прошлом пытались меня поучать. Зачем тебе это надо? Что ты там с этим Путиным носишься? Там жизнь прекрасна, столько возможностей. Довольно популярная точка зрения в Москве среди успешных и образованных людей, которых, наверное, нельзя назвать ватой и заподозрить в излишнем доверии к пропаганде и к прочему зомбированию. Видите, это жуткое, неосознанное лицемерие тяжело. Позиция вам не нравится, она что-то там все время требует, возмущается, протестует, мешает нормально жить.
Нет бы работать пойти, делать там карьеру, заниматься творчеством. Но при этом к власти у вас вообще никаких претензий нет. Ну какая уж есть, не нам ее менять. Диктатор на троне, ну окей, пусть правит. Ведь если не он, то кто? Да и все новые, как известно, будут еще хуже предыдущих. Вот такая вот общенародная житейская мудрость, на самом деле, наверное, просто выученная беспомощность. Результат долгой дрессировки пропагандой и создаваемой средой. Скот боится хозяина, но агрессивно мычит на того, кого хозяин назовет врагом. А в пафосный бред типа русского мира, как мне кажется, особо никто и не верит, но этого ни от кого и не требуется. Требуется пассивность, никаких коллективных интересов. И с этим у нас в России все очень хорошо. Большинство уже почувствовало кое-что на себе, там цены выросли, доходы упали, возможности сократились. Причем заметно. Да, и о всеми любимых путешествиях теперь можно только мечтать. Но переосмысления что-то не видно. Складывается такое ощущение, что вот все усилия направлены на одно – показать, что лично у меня по-прежнему все нормально. Одна моя знакомая, например, продолжает выкладывать в Инстаграм фотографии из Доминиканы 5-летней давности, выдавая их за сегодняшние. Другая пыталась мне продать свой 13-й iPhone. А почему? А потому что кредит нечем платить. А зачем? Вот чтобы закрыть старый кредит и взять новый iPhone в новый кредит. Все происходящее вы, если осуждаете, то трусливо и нехотя, все время сползая вот в это. Не все так однозначно, мы там не знаем всей правды, это большая геополитика. Вы не способны даже признать, что это лично вы своей пассивностью сознательно выдали Путину мандат творить все, что ему захочется. И надо признать, что большинство россиян не просто не могли что-то изменить, а даже не пытались. И своим скептицизмом мешали тем, кто пытался. Не ходили на митинги даже тогда, когда это не несло никаких рисков, там 5-10 лет назад. Вам было западло потратить несколько часов в год, чтобы поддержать протест. Или просто сходить на выборы и проголосовать за оппозиционную партию. Пассивность народа открыла несменяемому путь к абсолютной власти. Надо признать, теперь наш паровоз летит вперед, а точнее назад. В коммуне у нас остановка, и мы с вами все выходим. И вы те, кто за, и мы те, кто против. Дождались, что в условиях военного времени протест невозможен. И кроме как одобрять и поддерживать все людоедские решения власти или промолчать, или уехать, у нас никакой опции нет. Дальше будет только хуже. Санкции только начинают работать, и чем меньше у режима будет денег, тем больше он будет решать свои проблемы за счет всех нас, оставшихся в России. А что если дела у царя на фронте пойдут не очень? А так и будет. И он потянется к ядерной кнопке. Он же не может проиграть. Вот честно, интересно, на пороге ядерной войны, не дай бог, конечно, но все находящиеся вне политики продолжат надувать щеки и говорить, что у них вот все нормально, а политика и оппозиция это вот все плохо и не нужно. Или останется вот этот стокгольмский синдром, и дальше проклинать Запад и славить мудрого вождя, который защитил вас от НАТО. Или все будут радостно и молча топать в направлении Северной Кореи, глядя на то, как матери, жены, дочери безропотно отправляют своих отцов, мужей и детей на мобилизацию, а те, в свою очередь, молча идут. Я уже не удивлюсь ничему. Очень жаль, по-видимому, так и будет. Если не начнется меняться среда. А кто ее должен менять? Все мы должны. Хотя бы в кругу друзей и знакомых. Нужно отстаивать здравый смысл и не прятать голову в песок. Пока еще за беседы на кухнях никого не расстреляли, не посадили, но вот мы проверим обязательно. Нельзя игнорировать зло, в окружении зла становиться ему подобным. Важно всегда оставаться человеком. Вот все мы сегодня боимся власти, и это нормально. Ненормально скрывать свой страх под маской позитива, придумывать всякие оправдания и врать об этом в узком кругу друзей и даже самому себе.